привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня я покажу вам, как из пластиковых бутылок сделать оригинальную чашечку для декоративных работ. В таких чашках можно размещать шарики сизали, палочки корицы. Также внутри кружки можно поместить синтепон или поролон, обтянутый тканью, и получится оригинальная игольница. Для примера я покажу вам несколько своих работ, сделанных с такими кружечками. Подобные кружки я придумала еще в 2014 году и выпустила по ним фото-мастер-класс, а сейчас решила перевести его в видеорежим. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Пластиковая бутылка, верх которой по форме напоминает чашку, а также пластиковая бутылка с плоским дном. Я использовала бутылки от молочных продуктов, шпагат, термопистолет или двухсторонний скотч, проволока, круглогубцы, ножницы, утюг. А также, если вы захотите сделать тканевую вставку, то понадобится любая подходящая ткань и полимерный клей. Украшать кружку можно на свое усмотрение лентами, кофейными зернами и подобными материалами. Приступаем к работе. Отрезаем верхнюю и нижнюю часть. Эту часть легче всего отпилить или отрезать нагретым на огне ножом. Утюг выставляем на максимальный режим и прижимаем бутылку. Края начинают плавиться и загибаться вовнутрь. Старайтесь следить за тем, чтобы край получался ровным. Также можно использовать прибор для выжигания, он тоже хорошо срезает. Для блюдца я буду использовать нижнюю часть бутылки от молочных продуктов. Далее можно использовать полимерный клей, термопистолет или двухсторонний тонкий скотч. Так как тонкого скотча у меня сейчас нету, то я буду использовать немного термопистолет, немного полимерный клей. Но здесь надо помнить, что от горячего клея пластик может расплавиться, так что надо работать осторожно.
Ткань приклеивать не обязательно, можно полностью оклеить шпагатом. Отрезаем проволоку длиной 14-15 сантиметров.
рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Напоминаю, что для отдельного видео жду фото ваших работ, сделанных по моим мастер-классам. Отправлять фото работ можно мне на почту, а также на Facebook. Ссылки я оставлю под видео. Всем моим подписчикам огромный привет. Благодарю вас за то, что вы у меня есть. Благодарю за комментарии, за лайки, за теплые слова, за поддержку. Буду стараться и дальше радовать вас новыми интересными идеями и мастер-классами. И от всего сердца всем вам желаю творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!